В киномюзикле «Карусель» вас ждет экзотика американского Нью-Ингланда, Новой Англии с танцующими рыбаками и пикниками, полными морепродуктов и страсти. Крутой мужик Билли и его Биглоу встречают отбитую розовую красавицу. И да, это та самая пара из Оклахомы. Дневник пляжной беспризорницы и женщины-карусельные лошади. А также немного христианской притчи. Посмотрели? Ну а теперь давайте разбирать. Середина 20 века – это эпоха расцвета киномюзиклов. Первые полвека люди на экране пели по поводу и без, и зрителям это очень нравилось. В какой-то момент кино ушло в реализм, и мы привыкли к этому настолько, что даже в мультфильмах музыкальные номера вызывают оторопь у неискушенных зрителей. Наверное, главными творцами голливудских киномюзиклов в свое время были Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстейн. My name is Frankenstein. Или Хаммерстайн. Это звездная пара бродвейских деятелей в 1943 году прогремела Оклахомой. Мюзикл настолько успешным, что его структура на годы стала производственным стандартом. И как часто бывает у попавших под лавину славы, выбор был между двумя стратегиями. Первая – делать что-то похожее, пока публика не перестанет покупать. И вторая – делать что-то совсем не похожее, чтобы доказать публике свою серьезность. Например, группа Aqua после Barbie Girl, надоев слушателям стабильным приторным стилем, перешла на противоположный спектр. Но Роджерс к тому моменту был не первый год на Бродвее. Чего стоят его «Дети в доспехах», тоже в свое время экранизированные. Good morning, good morning. Do you Как видите, это произведение, кстати, очень вторичное, можно даже сказать пре-постмодернистское, создано в жанре министрель-шоу. Именно из-за этого жанра у американцев сейчас такая стигма на blackface. Это когда белые наряжаются в черный. Впрочем, в те годы афроамериканцы не успевали обижаться на подобные шалости. Им было важнее успеть сбежать от линчевателей, научиться читать и не умереть от голода. Так вот, Роджерс с высот опыта решил совместить две фоллоу-ап стратегии и сделать похожий на Оклахому мюзикл, но драму. Получился в итоге... Точнее, сначала это, конечно же, был театральный мюзикл 1945 года. Тоже очень успешный, хоть и далеко не... Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain, and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. И прежде чем анализировать замечательный фильм 1956 года, я вам расскажу о первоисточнике. Может, не надо, Шурик? Как и мюзикл «Оклахома», в котором я с упоением рассказывала в прошлом видео, «Карусель» основана на старой пьесе, а именно «Лилиум», которая после Первой мировой так гремела на сценах Будапешта,
что сам Пучини пытался выкупить права и сделать из нее оперу. Но автор из соображений тщеславия отказал, ведь тогда его имя никто бы не запомнил. Фирменный почерк Роджерса и Хаммерстина, как вы уже заметили, включает работу с гарантированными хитами сцены. Берем что-то, что было популярным лет 20 назад, и делаем музыкальный ремейк. Странно, что у Голливуда первой части 21 века эта же схема не работает. Даже не знаю почему. За «Карусель» взялись опытные голливудские деятели, а именно титанический режиссер Генри Кинг. И пусть его имя вам ни о чем не скажет, в свое время он был кем-то вроде Кристофера Нолана или Джей Джей Абрамса сейчас. К сожалению, фанатов театральной версии, которые в кино ничего не понимают, он убрал и переделал большую часть оригинала. За что отдельное от меня спасибо от души. Так что по личному счетчику скуки Этель «Карусель» получает всего 1 звезду Тарковского, потому что смотреть можно без перемотки. Фильм начинается почти без предупреждения. В абстрактных декорациях дядьки на стремянках чистят тряпками звезды. Поначалу я думала, что это подготовка к выпускному балу в ПТУ, но оказалось, что это буквально чистилище при небесной канцелярии. В отличие от Оклахомы, где обстановка достаточно реалистична, чтобы возникали вопросики, «Карусель» сразу преподносит сказочные обстоятельства. Мы будто попадаем в измерение мюзиклов, где все танцуют и поют, и логика царит театральная. Главного героя представляют по имени, и он сразу же обозначает амплуа. Смотрите, я tough guy. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm the bad guy. В фильме его зовут Билли Бигелоу, как Биг Мак, что при большом желании можно перевести как «крутыш». Извините за отступление, просто в оригинальной пьесе его звали Леон, потому что в Вене начала 20 века в моде было остроумие и игра слов. Так что чем круче мужик, тем нежнее у него кличка. Чего американцы бы не поняли. И пришлось адаптировать. Если вы смотрели Оклахому, то, возможно, узнали актера. Это же ковбой Кёрли. И добрый, и веселый. Только теперь он в полосатом свитшоте, призванном вызвать ассоциации с тюремными робами тех лет и визуально расширить плечи. Честно говоря, у актера Альберта Гордона Макрея весьма скромное телосложение для здоровяка. Но у него здоровенная голова, огромный талант и кто знает что еще. Он компенсирует размер пантомимой, всячески давая понять языком тела, что он, извините за клише, токсичный альфач. Получается просто прекрасно. Возможно, потому что Гордон Макрей в прекрасной физической форме и ветеран войны с медалями. В мире живых у семьи главного героя какие-то проблемы. You've gotta come with me. Where? Why? Back to the future. It's your kids, Marty. Something's gotta be done about your kids. И его призрак могут отпустить на денек, помочь их решать, но только если Бигелоу расскажет свою историю. Исповедь, кстати, подозрительно похожа на сеанс у психолога,
А религиозные институции здесь нарочно размыты, потому что в Америке куча разных конфессий, епархий, и чтобы угодить всем и сразу, старались все делать максимально абстрактным. Действия, однако, происходят в Коннектикуте, Новой Англии, где когда-то жили пуритане, а во времена событий мюзикла уже вовсю живут их растленные потомки. Крутыш работает карусельщиком на хозяйку карусели мисс Мюллин. И, будучи самым красивым и мужественным мачо в Коннектикуте, систематически подвергается домогательствам. Возможно, именно поэтому карусель Мюллин была так популярна. Все просто ходили ущипнуть его за яхи. И вот к нему в очередной раз приходит местная красавица, работница мельницы. И он, как и многие работники сферы услуг, готов ее за пригожие в очи. Эдеми кездери юкшин, так сказать. Катать бесплатно и без очереди. Если вы смотрели «Оклахома», то помните ее по роли принцессы-фермерши. Признаться, когда я осознала, что эта пара снова на экране, возник вайб шкафа в родительской спальне, из которого подсматривают за ролевыми играми. Ставьте лайки, если у вас такой тоже был. Хозяйка карусели, в свою очередь, мягко говоря, не рада. Во-первых, нечего пользоваться своей pretty privilege. А во-вторых, это ее бой-той для абьюза. Нечего уводить, понимаешь, из семьи дисфункциональной. И тут Крутыш не выдерживает, высказывает работодательнице все, что о ней думает, и увольняется. В отличие от всяческих репетиторш и работниц сферы услуг женского пола, которые обычно в таких случаях стараются все замять и уйти по-тихому, по-хорошему, оставив максимально приятное ощущение о себе, чтобы потом можно было вернуться, и чтобы в индустрии не поползли слухи, что с ними трудно работать. Билли хорошится перед девушкой, за честь которой вступился, и тут же просит у подруг денег на пиво. А когда их не оказывается, назначает красавица с мельницы свидание. Поначалу я думала, почему он так жесток к мисс Мюллин? Неужели он презирает ее за то, что она ведет бизнес и половую жизнь? Но потом я поняла, что харассмент — это плохо вне зависимости от пола агрессора. Подруги идут домой, и Керри, вспомогательный персонаж, поет песню о своем парне, преуспевающем рыбаке, который воняет рыбой. As refined as a girl could wish, but he spends so much time in his round-bottom boat that he can't seem to lose the smell of fish. The first time he kissed me, the whiff of his clothes knocked me flat on the floor of the room. But now that I love him, my heart's in my nose, and fish is my favorite perfume. Со страшной силой воняет рыбой, и Керри это начинает нравиться. Ну что ж, no king shaming on my channel, однако я не понимаю, зачем нужна эта песня. Девушки доходят до уединенного места, где назначено свидание, и Керри спрашивает красавицу, мол, «Думаешь, то, что говорят о Бигелоу, правда?» И Джули Джордан, так как, кстати, зовут. Да, знаю, Билли Бигелоу и Джули Джордан нашли друг друга. Джули говорит, что в курсе, что он из себя представляет.
И когда он наконец приходит, оказывается, что Джули потеряет работу, если вовремя не вернется в неличное общежитие, потому что их хозяин, господин Баскин, нанимает исключительно девственниц. Спокойно, Эдди, не надо кривляться, спокойно. Тут и так слишком густо намазано. То Тавгай, то похотливые карусельщицы, теперь вот повелитель девственниц. Мне нравится, мне все нравится, все как в жизни. Джули остается. Джули Джордан не терпится проверить, насколько правдивы слухи о местном Казанове. И, наконец, оставшись наедине, когда Бигелоу уже почти соблазнен очередной соискательницей, вдруг приходит мистер Баскин, повелитель девственниц собственной персоной, причем вместе с полицейским. Полицейский официально заявляет, что Билли Бигелоу Bigelow, male gigolo. разводит девиц на деньги и бросает, когда они наберут на него достаточно кредитов. И уважаемый мельник дает Джули еще один шанс, предлагая лично сопроводить в общежитие. Ну вот, я не выдержала. Спокойно, спокойно, тут и без меня все есть. На что Джули наконец-то дает зрителям понять, чего же на самом деле жаждет ее девичье сердечко. Мне больше нравится полная противоположность нормальных мужчин. Он может быть вовсе некрасивым или даже непомерно толстым, абсолютно слабовольным. И даже несмотря на то, что у него будет постоянно гоняться за каждой встречной юбкой. Круглый год, 24 часа в сутки думать лишь о всяких извращениях. Быть полным ничтожеством по жизни и вечно выбирать самый простой путь. Еще лучше, если будет долго. Он будет пить дни напролёт и не работать, а его оправданием будет то, что общество не приняло его. А еще он бросит меня пути бутылку и скажет: Ты что делаешь? Строишь глазки, чтобы я влюбился? Джули заранее предупреждает Куртыша, что не намерена в принципе выходить замуж и тем более влюбляться. Но если бы она в него влюбилась, что бы устроила, объясняет она. If I loved you, time and again I would try to say all I'd want you to know. If I loved you, words wouldn't come in an easy way. Round in circles I'd go, longing to tell you, but afraid and shy. I'd let my golden chances pass me by. Soon you'd leave me, off you would go in the mist of day. Never, never to В ответ на что Билли Бигелоу поет о своем экзистенциальном кризисе. Why, you can't even count the stars in the sky, and the sky is so big the sea looks small.
and two little people, you and I, we don't count at all. А Джули предлагает психологическую поддержку. And I always say 2 heads are better than 1 to figure it out. И, наконец, Билли выдает крылатую фразу. Я повторю для тех, кто слушает как подкаст. I don't remember ever meeting a girl like you. Hey, you trying to get me to marry you? No. Well, then what's putting it into my head? Погоди-ка. Ты что делаешь? Строишь глазки, чтобы я влюбился? Что? Нет. Почему тогда в моей голове роятся такие странные мысли? If I loved you, time and again I would try to say all I'd want you to know. If I loved you, words wouldn't come in an easy way. Round in circles I'd go, longing to tell you, but afraid and shy. I'd let my golden chances pass me by. Soon you'd leave me, off you would go in the mist of day. Never, never to know. I love you. If I loved you. Что же теперь будут делать эти два безработных бомжа? Конечно же, поженятся. Что же еще? Сценарий будто писала Госдума. К счастью, у красавицы есть кузина Нетти, и они достаточно близки, чтобы можно было у нее жить, пока муж ищет работу. Нетти заправляет спа и рестораном для рыбаков. А, как же! Так и вижу бравых рыбаков с огурчиками на глазах и кружкой латте. Появляются красивые танцоры-рыбаки и устраивают фривольный танцевальный номер, как бурлеск, только с мужчинами. Fresh and alive and gay and young, June is a love song sweetly sung. June is busting out all over, the saplings are busting out with sap. Love has found my brother Junior, and my sister's even loonier, and my ma's getting kittenish with Pat. June is busting out all over. The sheep aren't sleeping anymore. All the rams that chase the ewe sheep are determined there'll be new sheep, and the ewe sheep aren't even keeping score. Because it's June, 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 June. Just because it's June, 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 June. Just because it's June, June. March went out like a lion, whipping up the water in the bay. Then April cried and stepped aside, and along come pretty little May.
she didn't keep 'em quick enough for some. And a crowd of doubting Thomases was predicting that the summer'd never come. But it's coming, by gum, you can feel it come. You can feel it in your heart, you can see it in the ground. You can hear it in the trees, you can smell it in the breeze. Look around, look around, look around. June is busting out all over. The ladies, the men are paying court. Lots of ships are kept at anchor just because the captains hanker for the comforts they can only get in port. June is busting out all over. The moonlight is shining on the shore. And the girls who were contrary with the boys in January aren't nearly so contrary anymore. Because it's June. Just because it's June, June, Ух, какие сасные! Тю, где-то в кустах притаился Эрнест Хемингуэй.
вернулись они. Вернулась и подруга из начала, и она гордо хвастается своим вонючим мужем, о котором пела в парке. А Джулия, в свою очередь, хвастается побоями. Так ей и надо за Оклахомушку. Будет знать, как обижать моего красавчика Джага. Дело в том, что Крутыш не может найти себе достойную работу, объясняя это тем, что он хорош только в каруселеводстве и постели, и, видимо, еще в низкой самооценке. Такое себе оправдание. Нанялся бы в СПА тогда, раз уже живет за счет Жониных родственников. Было бы желание, слушайте. Зачем при этом бить жену, я не понимаю. Тем более денег на выпивку у него нет. Может, она сама провоцирует, чтобы потом выманить внимание окружающих? В любом случае, об этом все местные осведомлены до такой степени, что возвращается хозяйка карусели, мисс Мюлли, и зовет Крутыша обратно. Видимо, хочет, чтобы он ее тоже бил. Хотя там не указано, в каком месте синяки. Может, он не руками бьет? В общем, Билли отказывается от предложения местной Харви Вайнштейнихи, как ранее отказался от предложения старого приятеля головориза Баскисера, который предлагает получить алиби и под покровом ночи ограбить рыболовецкое судно. И еще было предложение стать рыболовом у мужа той самой поющей подруги. И вот, когда Билли уже и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, жена объявляет, что беременна, провоцируя еще один экзистенциальный кризис. Помогла так помогла. Кутупит Христ. I wonder what he'll think of me. I guess he'll call me the old man. I guess he'll think I can lick every other feller's father. Well, I can. I bet that he'll turn out to be the spitting image of his dad. But he'll have more common sense than his puddin'-headed father ever had. I'll teach him to wrestle and dive through a wave when we go in the mornings for our swim. His mother can teach him the way to behave, but she won't make a sissy out of him. Not him, not my boy, not Bill. Bill, my boy Bill, I will see that he's named after me. I will. My boy Bill, he'll be tall and as tough as a tree. Will Bill, like a tree, he'll grow with his head held high and his feet planted firm on the ground. And you won't see nobody dare to try to boss him or toss him around. No pot-bellied, baggy-eyed bully will boss him around. What if he is a girl? Oh, Bill. Bill. What would I do with her? What could I do for her? A bum with no money. You can have fun with a son, but you gotta be a father to a girl. В этой песне Крутыш высказывает о том, что если родится мальчик, он постарается передать все свои поколенческие травмы и комплексы и сделает его самым токсичным и маскулинным жиголо на свете. А вот если родится девочка, тем более вся в мать, то это будет просто катастрофа. Так что единственный выход —
тягнут из воды, добыть денег любыми доступными путями. I gotta get ready before she comes. I gotta make certain that she won't be dragged up in slums with a lot of bums like me. She's gotta be sheltered and fed and dressed in the best that money can buy. I never knew how to get money, but I'll try, I'll try, I'll try. I'll go out and make it, or steal it, or take it, or die. В итоге, между разбоем и сексуальным рабством Мачо выбирает первое. Что ж там с ним карусельщица вытворяла, боюсь представить. И ради алиби он таки нанимается рыболовом. Надеюсь, хоть плавать умеет. И мы переходим к следующей экзотической зарисовке. В этой песне мистер Уайт, который вонючий рыбак, спрашивает жену: «Представь, когда все наши дети уснут наверху, и мы останемся одни». В этот момент выражение лица подразумевает, что что-то тут явно не то. Не знаю, задумали ли это создатели как комментарий, наверное, это мета. That every other dad and mother dream. When the children are asleep and lights are low, if I still love you the way I love you today, you'll pardon my saying I told you so. У нас странный музыкальный номер о, скажем так, супружеском интиме. Надеюсь, они закрывают детскую на ключ ночью. Все герои собираются на острове Алиби для пикника с печеными морепродуктами и поиском сокровищ. Поиски сокровищ любезно организованы Нетти Джордан, успешной кузиной, которая заправляет этим спа для моряков. Господи. Головорез Баскисер, тот самый, что в сговоре с Билли, устраивает отвлечение, пристает к поющей подруге, а она так рада, что вонючий рыбак в итоге грозится от нее уйти. Отвлечение удалось на славу. Удалось триггерить музыкальный номер красавицы-мазохистки. Yet, what's the use of wondering if he's good or if he's bad? Gave him the things that are his. One of those things is you. Kisses, you will give them to the lad, and anywhere he leads you, you will walk, and anytime he needs you, you'll go right. Песня мне не зашла, а мы снова можем оценить выражение лиц девушек.
по которым видно, что они думают о сказанном. Особенно вот эти строчки. «Ты его вещь. От тебя ничего не зависит, и неважно, плохой он или хороший». Как и ожидалось, тупое глупство Птонау дуры с балмады. Подельнички угодили в засаду, и Билли Харрингтон, то есть Бигелоу, он, как бы так сказать, упал на нож. Ну, у него в кармане был нож, и он на него упал. Вот, летайненько. Если вы не смотрели мой обзор на Оклахому, я позволю самоцитату. Ой, а что это сейчас произошло? И он напоролся на мой нож. Он напоролся на мой нож 10 раз, милая. Да будь вы сами на нашем месте! Такое впечатление, что в мюзиклах все падают на нож, потому что цензура блокировала хоть что-то, откровение намека. Скоро и у нас такое будет. Зачем кошмарить именно театр? Туда и так никто не ходит. Прямо по правилам классицизма все остальные персонажи возвращаются с пикника, застают умирающего Билли, и зачем-то даже прибегает маластерша-карусельщица. Может, чтобы сделать ее более трагичным персонажем? Ну, мол, если выбирать между тобой и ножом... When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. You'll never walk На этом моменте зрители загрустили, и чтобы их взбодрить, призрак отправляется на землю, и нам показывают его подросшую дочь. В этом балете нам станцевали о том, что мистер Вонючий Рыбак зазнался, и дружить с семьями не получилось. А красавица-мазохистка в матери не годится. Как и родзиница, у них семейная неспособность воспитывать детей. Теперь понятно, почему она не хотела замуж в начале фильма. Оправдано.
И снова, вторя успеху Оклахомы, у нас провокационный бурлеск номер с женщинами, которых носят туда-сюда. Меня б так над лужами весной носили, ой. Вот посмотрите, в Оклахоме А теперь карусель. В меня закрадываются подозрения, что весь мюзикл поставлен исключительно ради этого момента. Такие номера называются шоу-стопперами. То есть они настолько важны и популярны, что продают билеты сами по себе. И хореография с женщинами-карусельными лошадями, на которых катаются, на них не катаются, но это подразумевается, впечатляет хореография даже по сегодняшним меркам. В целом, если сравнить танцевальные номера карусели с недавно вышедшим Wicked про зеленую ведьму, то деградация хореографической постановки в Голливуде очень бросается в глаза. Давайте сравним. Как вы уже поняли, дочь крутыша стала крутышкой. Она сияет на пляже с оборванцами и хулиганами и, став девушкой, влюбляется в карнавального прохиндея, такого же, как ее покойный батя, которого она не знала. Но он не забрал ее с собой, потому что прохиндей, и стала она не распутной карнавальной девкой, как мечтала, а местным нью-ингландским посмешищем. И вот близится окончание школы, а девочка хочет стать профессиональным бомжем.
призрак отца спускается в мир живых и учит ее уму-разуму. Ладно, шучу. Он настолько дисфункциональный, что даже тут не может по-человечески. Отец пытается подарить ей звезду, краденую из чистилища, и одновременно притворяется просто другим каким-то живым дядькой. Впрочем, я была бы рада свистнуть с пару звезд с небесной канцелярии просто в знак протеста. Но, о чудо! Даже местные посмешище и уличное отребье отказывается брать подарки от незнакомого психа, который говорит, что знал ее отца. И вообще, я сейчас маму позову. На что крутыш реагирует стандартным токсично-мускулинным способом. これは右手の分、これは左手の分、最初に戻って右手の分、そしてこれはちょっと楽しくなってきた分。 Лупасит доньку и исчезает. Девочка бежит к маме, говорит: «Мам, тут какой-то странный дядька зашел к нам в палисадник, говорил, что знает моего покойного батька, пытался втюхать мне явно ворованный подарок, ударил и сбежал». Но красавица-вдова успела увидеть призрак в окошко. But is it possible, Mother, for someone to hit you hard like that? Real loud and hard. And not hurt you at all? It is possible, dear. For someone to hit you hard, and it not hurt at all. Какая трогательная сцена, не правда ли? Мама, могут ли удары мужчины ощущаться как поцелуи и доставлять удовольствие? И мама такая: ну, конечно, могут. Эх, как мой меня бил, вот бы еще меня так кто побил. Коли бье, то от души. Не, ну, я все понимаю, материал времен торжества патриархата, но проблема же не в этом. В фильме представлено 4 типа мужчин. Полицейский и бандит, они оба вредные и злые. Непутевые мужчины. Билли Бигалоу, токсично-маскулинный, непутевый, бьет, значит, любит. Респектабельные мужчины. Успешный рыбак, хозяин мельницы, доктор. Заносчивые, высокомерные, в лучшем случае снисходительные. И, наконец, мужчины чисто для красоты, секси-моряки из балета, которые там чисто для фимел-гейза. Вот кого бы вы выбрали себе в друзья? И я не говорю про романтик. Чисто вот вместе попить бабл-мачу, покушать моти, поиграть в акваланч. Может, я просто из своего пузыря не выглядываю никуда? Может, за МКАДом все мужики такие? Ну, просто тут, как в Оклахоме, снова нет никого, кому бы я могла пожать руку. Кроме разве что владелицы спа-курорта с рестораном. Но это практически улучшенная версия слайд матриархини из Оклахомы. Второй вопрос у меня к материальной логике. Вот мы видим, что мать хулиганки живет в цветущем-процветающем домике. Да, без высокого забора, как у респектабельного вонючего рыбака. И не из камня, а из дерева, но выглядит место просто цветущее. А за счет чего? Неужели... Может, она вышла замуж второй раз, и муж выдавил дочь от первого брака из дому? Почему она и стала Гяру и пыталась сбежать с карнавалом? Может, тут, как в экранизациях Марвел, нужно знать первоисточник, чтобы смотреть фильм? Вроде нет. Я поняла. Маме пришлось работать.
А поскольку у нее не было времени воспитывать доньку, вышло, что вышло. Да, это все объясняет. И еще у них, по всей видимости, наследственная неврологическая патология, потому что нормальные люди не любят, когда их бьют. Оторви мне чего-нибудь, укуси меня Не осуждаю, конечно, но ребенка приучать это комменди жаба. Простите за мой французский. В общем, призрак напортачил. Психотерапия ему не помогла. Дочка безнадежная. Что же делать? Ну, он просит ангела показать выпускной дочери, и во время чужой вдохновляющей речи использует потусторонние силы, чтобы вселить в жену и дочку сверхъестественную уверенность в себе. Ну, дякую. Финал несчастливый, за что огромное спасибо. Даже сейчас Голливуд не может себе такое позволить, потому что у массового зрителя логика простая. Привет, меня зовут Скуфлана, и вот что я думаю о сюжетах. У хороших романов счастливый конец, а у плохих романов несчастливый конец. У хороших фильмов счастливый конец, а у плохих фильмов несчастливый конец. Все мультфильмы только для детей, а за слова и плохие мысли нужно сажать в тюрьму. Я не знаю, что такое открытый финал, закройте его, пожалуйста, чтобы мигранты не залезли. Конечно же, опытный режиссер не пожалел буржуазной сентиментальной слащавости, чтобы зритель не заметил, что конец плохой. Крутыш возносится. Что может быть лучше для зрителей 50-х, правда? И мы, как мученики, попадем в рай. Все-таки склоняюсь к тому, что фильм был в жанре реализма, как и Оклахома. Просто для американцев той поры и привидения, и небесная канцелярия виделись реальными и само собой разумеющимися. В любом случае, мне понравилось. Причем сильно больше Оклахомы. А вот зрители даже с английским пением финал не оценили. Да и в постановке было больше лирики, меньше ГПК по сравнению с Оклахомой, и это сыграло, потому что публика была массовая, а значит максимально непритязательная, ей нужно больше ГПК и меньше мелодрамы. Оклахома, на минутку, на момент премьеры «Карусели» еще шла в кинотеатрах, потому что была настолько популярна, что ее никак не могли убрать из проката. Все на нее шли и шли. В общем, принято считать, что «Карусель» провалилась. На мой взгляд, незаслуженно. И в любом случае, она померкла на фоне следующего шедевра Роджерса и Хаммерштейна «South Pacific» про юг Тихого океана. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментуйте. Всегда рада. Ваша Этти. Хорошие и добрые люди должны быть красивые и верить в Бога. А плохие и злые злодеи должны быть некрасивые и не верить в Бога. Кремлевские республиканцы, научите меня жить, пожалуйста. Я хочу рожать солдат и получать зарплату церковными свечками. Я готова на любые унижения и ограничения, лишь бы деткам ничего не угрожало. Мне так Яндекс браузер сказал. Ну все, хватит на сегодня ВКонтакте, пойду смотреть телевизор. Чувство важнее фактов. Скорее бы все запретили.